Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 27 марта, понедельник. И я думаю, что сегодня самая главная новость – это требование Украины созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить недавнее решение Путина разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. В этой связи я посмотрел комментарии экспертов по военным делам по обе стороны океана, и даже Атлантического, имею в виду, Китая, и даже зашел на соловиный помет. Там иногда попадаются люди, которые, я бы сказал так, сознание которых не совсем еще замутнено отравой кремлевской пропаганды, которых пытаются хотя бы казаться профессионалами своего дела. Ну и вот, что я хотел бы вам сказать по этому поводу. Реакция. Реакция от Евросоюза, Борреля. Выражается глубокая обеспокоенность в связи с этим решением, выражается опасение, что это приведет к обострению в системе безопасности на европейском континенте. Франция то ли попросила, то ли потребовала пересмотреть это решение Путина. Но это совсем, я бы сказал, такое аморфное, совсем никчемный демарш со стороны Франции. Ведь совершенно понятно, что официального отказа, то есть изменения отказа от этого решения Путин никогда не сделает, поэтому так, поколебали воздух голосовыми связками, и все, лучше бы они этого не делали. Китай. Китай – это очень интересно, я прокомментирую это дальше. Там есть позитивные моменты, на котором, я считаю, необходимо сыграть, прежде всего, Украине. Украина, уже понятно, Украина вызвала озабоченность в связи с этим решением, потребовала созыва Совета национальной безопасности, но самые экзальтированные комментарии последовали по пропагандистским каналам Беларусь. Вот мне прислали ссылку, там у них есть белорусские телеведущие, говорят, фаворит Лукашенко, по фамилии Озаренок, озорной такой парень, похож на, не знаю, но тут рассказывал он об болотах, которые он собрался теперь обстрелять этим тактическим ядерным оружием. Такое впечатление, что человек вот чудо-юдо из этих болот. Так вот, я вам зачитаю, процитирую то, что он заявил с экранов белорусского телевидения, обращаясь к Польше прежде всего, ну и другим странам НАТО восточного фланга. Итак, что боитесь, враги? Беларусь теперь ядерная держава. Будет плавиться Варшава и потонет Вильнюс. Мы посмотрим на восхождение чумного гриба на польском болоте. Вот так вот литкование. То есть все это было сделано якобы исходя из речи Озаренка в ответ на какие-то страшные угрозы Беларуси со стороны восточноевропейских стран НАТО, прежде всего Польши и Прибалтики. Это при том, что это решение, как мы понимаем, было сделано совершенно в противовес настроениям в белорусском обществе. В частности, британская Chatham House, очень уважаемая во всем мире организация, сообщала, что согласно проведенным опросам общественного мнения в Беларуси, не менее 85% белорусов высказывались против размещения любого вида ядерного оружия, включая тактическое, на территории Беларуси. Были другие исследования общественного мнения, хотя вы сами понимаете, что официально в условиях режима Лукашенко это практически невозможно, но тем не менее были другие исследования, которые показали, что этот процент гораздо выше. И даже среди военных была озабоченность в связи с возможностью вот такого развития событий. Но вообще белорусы народ мирный, никогда за ним не замечалась склонность к войне, к безумию, в отличие, скажем, от той же Москвы, от Кремля. Так что
надо полагать, вернее, не то что полагать, это несомненно, что разрешение на размещение тактического ядерного оружия в Беларуси было принято вопреки массовым пожеланиям, настроениям белорусского народа, единолично диктатором Беларуси Лукашенко, который попал в кабальную зависимость от Кремля, а попал он потому, что он диктатор, потому что он нелегитимный человек. Вот он скакал несколько десятков лет, пытаясь усидеть на своей табуретке, но вот доскакался и привел свою страну вот к такому печальному финалу. Наиболее адекватная реакция последовала из Соединенных Штатов Америки. Она была в русле того, что мы и как обсудили вчера по этому вопросу. Один из экспертов CNN высказался в том духе, что в последнее время на Путина все меньше и меньше, на его угрозы, декларации, все меньше обращается общественное внимание по всему миру, а ему хочется этого внимания, ему хочется как-то так влиять на обстановку, реально он немного может сделать на поле боя, ситуация все ухудшается, ему нужно блефовать, а единственный блеф у него – это пугать. Ну и для того, чтобы производить эффект сейчас, мало там что-то просто говорить, надо упоминать ключевые страшные слова «ядерный». То есть, согласно эксперту CNN, вся эта тирада и все это решение было оглашено с Путиным с единственной целью произнести слово «ядерный», таким образом привлечь всеобщее внимание, ну и очередной раз тряхнуть ядерным мультиком. Пентагон, значит, заметил, что они приняли в сведению это решение. Оно, согласно наблюдениям Пентагона, никак не подкрепляется реальными действиями со стороны России. Как раньше Путин тряс этими причиндалами, даже он тряс голосовыми связками в воздух, рассказывая о ядерном чудо-оружии, всевозможных мультяшных кракозябр, но ни разу Пентагон не замечал никаких реальных действий в том, чтобы подкрепить какими-то этими действиями эти угрозы Путина. То есть намек такой, что мы ожидаем, что вполне возможно и, скорее всего, это будет и на этот раз. Поэтому, собственно говоря, какой смысл волноваться, переживать? Надо поменьше обращать на это внимание. Но это как раз именно то, о чем мы с вами говорим. Поменьше давать ему возможность привлекать внимание. И в этой связи, призыв Украины, вернее, требование созвать Совет Безопасности, я считаю, не самым рациональным ходом со стороны Киева. Потому что как раз Совет национальной безопасности, то есть Совет Безопасности ООН, это как раз привлечение внимания к этому блефу очевидному Путина. Сейчас весь мир будет обсуждать. А, собственно говоря, что можно ему предъявить? Вернее, можно. То есть я с интересом посмотрю, о чем будет там идти речь. Но по существу вопроса не так уже и много, потому что Путин же объявил, и мы с вами тоже это все обсудили в предпоследнем видео, что он будет действовать так, как Соединенные Штаты действовали в течение десятилетий. Вот так буквально, ход за ходом. То есть Соединенные Штаты имеют свое тактическое ядерное оружие на территории других государств. И это не считается распространением ядерного оружия. Вот то же самое сделает и Путин. И все нормально, никаких угроз, просто такое рациональное решение. И тут, я думаю, на помощь должно прийти сегодняшнее заявление представителя МИДа Китая Мао Нина, которого спросили, кто-то из зарубежных корреспондентов попросили прокомментировать это решение Путина о размещении тактического ядерного оружия. И китайский представитель заявил следующее. Я прочитаю, то есть процитирую, потому что это очень важно. Итак, Мао Нин.
В январе прошлого года лидеры 5 государств, обладающих ядерным оружием, выступили с совместным заявлением, указав, что ядерную войну нельзя выиграть и нельзя вести, и подчеркнул, что следует избегать войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижать стратегические риски. В сложившихся условиях все стороны должны сосредоточиться на дипломатических усилиях по мирному урегулированию украинского кризиса и совместному содействию деэскалации. Вот такая позиция, это прямо вот было анонсировано как позиция Китая в связи с решением Путина по тактическому ядерному оружию. И вот это заявление дает, вернее, открывает хорошую возможность для ответного хода украинской дипломатии. Фактически в этом заявлении представителя МИДа КНР он отсылает, то есть Пекин, пользуясь ситуацией, опять отсылает к важности своего плана мировой концепции безопасности из 12 пунктов. То есть вот что должно решать в урегулировании украинского, как здесь сказано, кризиса, а не размещение тактического ядерного оружия, как это заявил или пригрозил сделать Путин. И в этой связи я думаю, что вполне адекватным ходом со стороны Украины была бы нужен серьезный документ. Надо ответить обязательно китайцам, но отвечать не через Твиттер кому-нибудь из советников завхоза Ермака, а нужна нота МИД. То есть на демарш заявления МИДа КНР должно последовать нота, серьезный, весомый документ МИДа Украины, в котором, я бы сформулировал это следующим образом. Конечно, его можно, каждое слово должно быть отчеканено и взвешено, но я думаю, что смысл должен быть примерно следующий. Не так давно, надо указать, в каком месяце, по крайней мере, или число даже, господин Си Цзиньпин выдвинул свою концепцию глобальной безопасности, в основе которой лежит документ или позиционный документ о урегулировании в Украине. По мнению, согласно заявлениям китайской стороны, именно через диалог, дипломатические усилия, а не путем взвинчивания ситуации, должна быть урегулирована не только ситуация в Украине, а перестроены все международные отношения с целью разрядки международной напряженности и нормализации ситуации во всем мире. Обращаю на себя внимание, что недавнее заявление Владимира Путина о его решении развернуть тактическое ядерное оружие в Беларуси последовало вскоре после визита господина Си Цзиньпина в Москву. В ходе состоявшихся там переговоров обе стороны подтвердили свое желание и стремление решать так называемый кризис, а фактически агрессию России против Украины путем переговоров. Мы полностью верим в искренность китайской стороны. Но недавнее решение президента, анонсированное решение Владимира Путина вызывает сомнения в искренности его намерений. Его решение о размещении тактического ядерного оружия в Беларусь, и тут мы возвращаемся к заявлению представителя МИДа Мао Нина. Его решение нельзя рассматривать как стремление снижать стратегические риски и как согласие
с заявлением 5 ядерных держав в январе этого года о том, что ядерное оружие, то есть ядерная война не может вестись, ее нельзя выиграть, и что государства, значит, обладатели ядерного оружия должны избегать войны между ними. То есть мы возвращаемся к китайцам в этом заявлении. Мы их поддерживаем, мы им показываем, что тем самым вот решение Путина – это фактически решение холопа, который, фактически плюнул в лицо хозяину. Он его подставил. Он фактически дезавуировал и насмеялся над его, планом. Товарищ Си Цзиньпин из кожи лез вон 3 дня в Москве для того, чтобы убедить Путина, что нужно стать на путь мира, закопать топор, особенно ядерной войны. И вот не успел товарищ Си Цзиньпин уехать, как его охамевший холоп послал нафиг все, о чем они вместе говорили. Он фактически послал нафиг вот это январское заявление январское 5 ядерных государств, на которое ссылается МИД Китая, и принимает решение, которое полностью противоречит и этой декларации от января этого года, а также тому плану глобального мирного урегулирования, который выдвинул не кто-нибудь, а сам товарищ Си Цзиньпин. И в этой связи вопрос господину Си Цзиньпину, нота как бы Украины должна подвести. Известная такая фраза, она почти стала аксиомой, что мы отвечаем, то есть каждый должен отвечать за тех, кого мы приручаем. По-моему, принадлежит Сент-Экзюпери, да? Ну, а поскольку товарищ Си Цзиньпин фактически создал того Путина, который сейчас есть, и является его сюзереном, его барином, то есть он должен отвечать за своего холопа. Потому что он фактически вместо того, чтобы идти в фарватере своего хозяина, подпевать ему, способствовать реализации его глобальных, гениальных идей, я не побоюсь этого слова, но вы понимаете, да, почему? Так вот, вместо этого он их дезавуирует. Нужно поставить Си Цзиньпина, Пекин перед вот этим хамским демаршем Путина и призвать его к ответственности, собственно говоря, типа: холоп, ты что ж делаешь? Мы же вроде с тобой только что о чем-то говорили. Можно, конечно, мне могут возразить, что это вполне возможно был вариант, который, или демарш Путина, он был якобы, может быть, обсужден в Москве в ходе визита Си Цзиньпина, когда вот было договорено, что Путин сделает вот эту подачу угрозой размещения тактического ядерного оружия, а Си Цзиньпин его подхватит и тут же раз опять его переведет на свой план или документ о 12 пунктах и покажет, что вот видите, насколько важен этот документ, надо побыстрее начинать действовать на его основании, иначе вот угроза нарастает. Но если бы это было так, это было, знаете, так, дипломатия уровня питерской подворотни. Я не верю совершенно, что Пекин стал бы играть, Си Цзиньпин стал бы играть вот эти босяцкие штуки. Скорее всего, Путин, реально напуганный нынешней ситуацией, дезориентированный, не знающий, что делать, вот придумал эту идею для того, чтобы, как сказал эксперт на CNN, просто ляпнуть слово «ядерный», чтобы услышали его угрозу очередную, чтобы как-то так остановились, чтобы не поставили снаряды с объединенным ураном, чтобы вообще сократили, а лучше всего прекратили помощь Украине, потому что дальше безнадежная какая-то ситуация возникает. Почему она возникает безнадежно, мы обсудим с вами дальше на втором этапе, когда будем говорить по второму вопросу на эту тему. Вот, поэтому я считаю, что вот это был бы самый прекрасный дипломатический ход со стороны Украины. Привлечь Пекин, привлечь внимание Си Цзиньпина,
что Путин, он не помогает Си Цзиньпину реализовать его глобальный план, великолепный такой план мировой системы безопасности, а он его гробит от безысходности, от незнания, что дальше делать, потому что он сам себя загнал в этот угол. В практическом плане, вот что бы я, допустим, сделал, анализируя то, что наговорили уже за сегодняшний день, что произошло, немного. Вот совершенно правильно высказались американцы, та же самая CNN. Поменьше внимания и обсуждения, я имею в виду, мы можем с вами обсудить, мы же с вами неофициальные лица, а поменьше вот обсуждения, участия в этих дебатах высоких ответственных лиц, тем более бесполезные, как вот из Франции, предложение, давайте, пусть Кремль отменит это решение, ну какая чушь, Боррель то же самое. Я думаю, что было бы целесообразно тихо, спокойно, в рабочем порядке сделать следующее. Вот НАТО должно было бы сейчас выступить с заявлением в связи с размещением, вернее, с решением о размещении тактического ядерного оружия. О том, что в случае применения этого оружия НАТО применит 5-ю статью и ответит всей мощью этого оборонительного союза. И ответит по территории государства, которое контролирует это оружие. То есть надо совершенно четко сказать Кремлю, что если он, не дай бог, когда-нибудь применит тактическое ядерное оружие с территории Беларуси, то первый ответный удар будет нанесен по Москве, по Кремлю, по бункерам Путина. Кстати, по тому, который на глубине 300 метров. Кстати, должен извиниться, в предыдущем видео я оговорился о том, что по исследованию китайских ученых американские вот эти новейшие боезаряды тактического ядерного оружия, они достигают глубины 2000 метров, конечно, господа. Ну, конечно, не километров, ну, сами понимаете. 2000 метров. Этого достаточно будет, даже китайцам достаточно. У них, кстати, как раз на этой глубине примерно и находятся в карстовых пещерах их бункеры. А путинские 300 метров, где-то в Уральских горах. Вот, еще раз, вот тихо, спокойно мы ответим на основании статьи 5 и ударим по территории, по центрам принятия решений военным объектам государства, которое контролирует тактическое ядерное оружие, которое оно собирается разместить на территории Беларуси. Без всяких фанфар, сухим текстом милицейского протокола. Но еще дополнительно, значит, можно было бы послать пару бомбардировщиков Б-52, чтобы они совершили дружеский визит в воздушное пространство Финляндии, которое, как мы знаем, с недавних пор открыто для самолетов НАТО. Ну и чтобы они нанесли дружеский визит, как корабли наносят дружеский визит в зарубежные порты, а тут в дружескую авиабазу на территории Финляндии. Можно было бы перегнать пару бомбардировщиков Б-2 в Великобританию. И думаю, все было бы достаточно. Потому что последние полеты, которые мы с вами обсуждали, Б-52 в сопровождении истребителей над воздушном пространстве Балтийского моря в 200 километрах от Петербурга, но должно быть совершенно ясно, что цели уже определены в Петербурге. Вот этих полетов достаточно, чтобы определить и ввести в бортовые компьютеры американских бомбардировщиков, в том числе носителей ядерного оружия, координаты тех целей, по которым можно и нужно будет нанести удар при любом идиотском решении со стороны лично Путина. Поэтому, ну что там озаренок какой-то, про гриб на болотах. Поменьше, я бы сказал, ажиотажа вокруг вот таких демаршей. То есть мне очень понравилось блестяще вот это высказывание эксперта CNN по поводу того, что Путин, ну, из этого заявления для меня отлично прозвучало. Так? То есть он дипломатичным языком, собственно говоря, сказал, что Путин, чтобы привлечь к себе внимание, он сделал нежданчик
в наполненном пассажирами вагоне, чтобы на него обратили внимание. Вот к этому и надо так относиться, как к нежданчику, но не страшной угрозой, которую там Путин сейчас вот все испепелит. В развитии этой темы мне сегодня попалась в руки статья, опубликованная в Вашингтон-Пост в разделе «Мнения». Там достаточно часто попадаются умные тексты. На этот раз, значит, текст, привлекший внимание, принадлежит Дагу Лондону. Это бывший разведчик Соединенных Штатов Америки, бывший оперативный сотрудник ЦРУ, который написал книгу «Вербовщик, шпионаж и утраченное искусство американской разведки». Сейчас он преподает вопрос, тут, как пишется, изучение разведки в школе дипломатической службы здесь у нас в университете в Вашингтоне. Я даже, для меня загадка, что можно в открытом учебном заведении преподавать. Надо как-то так, думаю, я поинтересуюсь этой темой, может быть, сделать то же самое у меня на моем канале, это может быть интересно. Но самое вот интересное название меня просто приковало мое внимание. Вербовщик, шпионаж и утраченное искусство американской разведки. То есть, судя по названию, человек знает, что такое вербовка. И это колоссальное заявление. Почему? Потому что, вот есть у меня знакомый, который в середине 90-х годов написал серьезную книгу о одном из ведущих заместителей директора ЦРУ, который, в общем-то, руководил управлением операций, то есть святая святых, где как раз совершается шпионаж. Для этого он провел интервью с 200, вдумайтесь в это слово, 200 действующих и вышедших в отставку сотрудникам ЦРУ. И как он мне рассказал, с огромным удивлением, среди этих 200 он не услышал ни одного, что кто-то из них завербовал когда-то агента. Не говоря уже о агенте в Советском Союзе, вообще нигде, понимаете, совсем. И когда человек говорит вот вербовка, то есть, значит, он принадлежит настолько к исключительному какому-то клану или группе. То есть он знает, что такое шпионаж и что такое искусство американской разведки, потому что американская разведка, прежде всего, я сейчас говорю о агентурной разведке, она, то есть ЦРУ, она как-то так вот ушла от этого шпионажа, от вербовок, от агентурного аппарата и переместилась в сферу электронной разведки. Signal Intelligence. Это эффективно, много информации можно получить, но это не дело ЦРУ. Это дело Агентства национальной безопасности. А ЦРУ должно заниматься вербовкой, агентами и вот этим искусством разведки. То есть я так понял, что этот человек знает, о чем он пишет. Он вербовал, а это уже человек, достойный всего глубочайшего внимания. Итак, значит, он в принципе, проанализировал ситуацию по поводу того, какие шансы у Путина в агрессивной войне в Украине. И заголовок его статьи: «Путин не выиграет войну на истощение в Украине». По автору, согласно его ходу мысли, автора статьи, это блеф Путина, это его активное мероприятие. Он посылает месседж или текст, тезис обществу, что он якобы верит, что он может выиграть войну на истощение. То есть, что чем дольше он хочет, чтобы война тянулась как можно дольше, и он думает выиграть в этой войне. И вы наверняка слышали эти мнения, и я вам о них говорил, потому что они действительно из всех утюгов несутся, что это заблуждение Путина, вот он действительно в это верит, но раз верит, как же его можно отговорить? Вот. Разведчик Даг Лондон говорит, что это ерунда. И его ход мысли. Значит, Путин ведет себя так, для того, чтобы, значит, произвести этот блеф,
как будто он верит, вернее, как будто он не верит, что сможет выиграть, выжить сам, физически выжить, если закончит этот конфликт неполной победой. Действительно распространенная мысль, что для Путина нужна только победа, потому что если он проигрывает, все, конец ему. Поэтому он будет вести эту борьбу до конца, как загнанная крыса. Что бы там ни происходило. А значит, что значит до конца? Это значит, пока есть мясо, он будет биться до последнего российского солдата, до последнего боезаряда, а когда они закончатся, он перейдет к тактическому ядерному, а дальше стратегическому ядерному оружию. Так вот, согласно оценкам бывшего вербовщика ЦРУ, это блеф со стороны Путина. Потому что, согласно его ходу мыслей, то есть Путин, он считает, что Путин вообще не идиот и не сбрендивший, не сошедший с ума человек, что он рационален все-таки. Да, он допустил жесточайшие ошибки. И, кстати, мы их обсудили, и на Западе их обсуждали. Ковид, человек был изолирован от внешнего мира, сам на себя, один на один со своими бредовыми мыслями, не знал, что происходит в его стране, разведка его подвела, принял дурацкое решение, но, как говорит господин Лондон, потом же, когда эта операция, не операция, а война пошла не так, как надо, он же сумел остановиться, развернуть эту дурацкую колонну, убрать ее оттуда, и потом делал более-менее рациональные шаги. То есть главный его вывод, то, что произошло на начальном этапе войны или агрессии, показывает, что он все-таки прагматичен. Раз он прагматичен, значит, он должен понимать, что украинцы не могут просто так вот взять и прекратить эту войну. Пока значительная часть территории страны находится под временной оккупацией. Потому что вот это, как пишет ЦРУшник, Путин может прекратить войну и вывести свои войска, и при помощи пропаганды объяснить своему народу, что мы что-то там добились там и так далее, выдумать виртуальную реальность. Они сейчас уже живут в параллельной реальности. Это не проблема для страны, которой 85% просто народу, у которых разруха в головах, порожденная средствами массовой пропаганды. То есть он может закончить войну и вывести даже войска полностью, полагаясь, а там пропаганда будет делать все, что угодно. Украина не может, украинцы не могут это сделать, потому что если они сложат оружие, если они проигрывают войну, то Россия дальше на территории Украины будет проводить, как он говорит, реальный геноцид и культурный геноцид. То есть будет идти расправа со всеми теми сотнями тысяч людей, которые воевали в рядах ВСУ, те, которые были на государственных должностях, и так далее. Дойдет и до волонтеров дойдет. То есть это будет просто истребление нации. Поэтому, утверждает сотрудник ЦРУ, украинцы будут сражаться до конца. И если в Москве есть надежда, вернее, у некоторых там есть надежда, что вот Запад устанет от Украины, перестанет помогать, он говорит, что да, уверен, что даже если перестанет Запад, вот случится такое нехорошее чудо, Запад перестанет помогать Украине, украинцы будут продолжать борьбу до конца. Если надо, партизанскими методами. Да? Тут он, правда, об этом не пишет, но полностью параллель, как шла борьба после окончания Второй мировой войны. Где-то до 1956 года Советский Союз со всеми его дивизиями НКВД и армией боролись в Западной Украине с так называемыми националистами. То же самое будет так. Поэтому, он говорит, что тезис о том, что украинцы могут просто так сложить оружие и заключить так называемый мир на путинских условиях, она абсолютно нереальна. И он считает, что Путин это понимает. Далее. Переходим к экономике. Вернее, остановимся еще на военном деле. Очевидно, что дела ВПК России плохо.
Надежда на то, что поможет Китай, Корея, Иран, помогут так, чтобы Путин смог выиграть эту войну. Он считает, что шансы на это ничтожные. Китай на это не пойдет по многим причинам, которые мы с вами 1000 раз обсуждали. Ну и кроме того, эта помощь со стороны той же Северной Кореи и Ирана, она не будет бесплатная. Как пишет автор, нету такой вещи, как дисконт для тирана или диктатора. О, раз ты диктатор, Путин, на тебе дисконтом 90%. Ничего этого не будет. То есть надежда на чудодейственную помощь извне военную, она эфемерна. Экономическая ситуация. Да, значит, заканчивая про военные дела, и в это время, значит, происходит накачивание Украины с их союзниками гораздо более новой техникой, чем она имеется в распоряжении вооруженных сил Российской Федерации. Подготовка более квалифицированных бойцов ведется полным ходом, поэтому вот в военном плане он считает, что Путин должен понимать, что будущее за Украиной. Он не может быть настолько сумасшедшим идиотом, чтобы верить, что будущее за ним. Считает сотрудник ЦРУ, напоминаю. Что касается экономической ситуации, то тут примерно ситуация та же самая. Он считает, что надежды на то, что экономическая ситуация в России стабилизируется, она ничтожна, что чем дальше будет, чем дальше, тем хуже. То есть время... Главный вывод. Время работает не на Путина, а против Путина. Это важная мысль. Но мы ее обсуждали, в чем автор живую струю бобра он сюда вносит. В чем его новизна этой мысли? В том, что Путин это понимает и должен понимать. По его мнению, автора, Путин, скорее всего, не надеется на войну на истощение, но хочет, чтобы мир думал, что он надеется на это. Его кампания по дезинформации или активное мероприятие направлены на то, чтобы представить себя и Россию сильнее, чем они есть на самом деле. Поэтому цель Запада состоит в том, чтобы поставить ему, то есть совершенно открытый и ясный месседж ему донести, что он находится перед лицом невыигрышной войны. Чтобы он понял, что Запад не покупает его тезис, что Запад понимает, что он ее проиграет, ему нельзя с ней тянуть. И речь о том, что больше всего Путин боится, что США и их союзники нажмут на газ. Извините. Поэтому и надо давить на газ, как он говорит, чтобы у него не было ни малейшей иллюзии, что Запад введен в заблуждение его дезинформационной кампании о том, что он верит в успех войны на истощение. Он говорит, да, автор пишет, да, такая нажать на газ по полной программе, оно не лишено, конечно, риска в отношении Путина, его государства, но доверие, то есть принимать, если мы не покажем, что мы не верим его тезису, если мы будем показывать, что мы разделяем, значит, его дезинформационную, мы верим его в кампанию по дезинформации, что он якобы считает, что время на его стороне, то это гораздо хуже. Это проигрышная ситуация. Поэтому надо по полной программе ему сказать: парень, прекращай валять дурака, ты знаешь, что ты проиграл. И мы из этого и исходим. Что дальше, по мнению автора? То есть Путин, вот если бы не было Китая и Си Цзиньпина, но он бы был, да, полным, в загнанном совершенно безвыходной ситуации, потому что, признаться теперь, что вот у него нету выхода из этой ситуации, это было бы для него затруднительно, но у него же есть дружбан в лице Си Цзиньпина, якобы независимый брокер, который может помочь ему сохранить его крысиную физиономию, если это можно еще сделать,
и выйти таким образом. А дальше дело российской пропаганды для ваты, которая будет рассказывать, как Путин опять всех переиграл. Как это будет делаться, это 10-е дело и так далее. То есть Си Цзиньпин – это палочка-выручалочка, которая делает для Путина возможным сорваться с крючка. Поэтому Вашингтон должен, и вообще Запад должен продолжать делать все возможное, чтобы сделать войну слишком дорогой для Путина, и чтобы устранить в его воображении, в его в голове любое сомнение в решимости Запада. И последнее. Не принимайте на веру, не верьте никаким картам, никаким демаршам Путина, пропагандистским, дезинформационным, которые он сейчас вам демонстрирует. Эта статья была опубликована за 2 дня до того, как Путин объявил решение о тактическом ядерном вооружении. Молодец, господин Лондон, да? Молодец. Ну и последнее. Подкрепление этой темы. Патрушев дал интервью российской газете. Ну, это какой-то мрак, конечно. Я прочитал такой бред, нагромождение бреда. Но оно было так характерно для Советского Союза, советской пропаганды времен 30-х годов, времен Никиты Сергеевича Хрущева, уже в брежневские времена это было просто неприлично просто демонстрировать такой идиотизм. То есть это полный бред. Значит, Америка удавливает Европу и Евросоюз, чтобы он распался, а Америка захватит там все и так далее. А потом развалится Америка, потому что она страна, которая из лоскутов, различных лоскутов одеяла сшита, и, то есть крах ее не за горами, но в то же время они создают страшные блоки, теперь Тихоокеанская НАТО, это Август. Ну и дальше бред, бред, бред и бред. Единственная, значит, мысль, которая можно, то есть привлекает внимание, это вопрос по поводу недавних полетов самолетов-разведчиков Великобритании в воздушном пространстве Балтийского моря неподалеку от Петербурга. И на что Патрушев сказал, что Запад надеется, значит, что у него есть возможность осуществить первый удар, ядерный удар по Российской Федерации, но это глубокая ошибка. У нас есть современное, уникальное оружие, но тут прямо вот фюрер, помните, говорил, там, чудо-оружие, вундервафля. У фюрера было в конце Второй мировой войны. А у этих, значит, уникальное оружие, при помощи которого они могут в ответ уничтожить всех врагов, включая Соединенные Штаты Америки. Ну, а чтобы понять вообще накал маразма, я вам только вот одно приведу в пример. Фармацевтическая промышленность. Вот эти изверги, западноамериканцы, гады, западноевропейцы, они на страшные вещи идут. Они перестали поставлять лекарства в Россию, в страну-агрессора, которая уничтожила, убила десятки тысяч людей в соседней стране под названием Украина. Вот. И вдруг ни за что, ни про что взяли и перестали поставлять лекарства. И он говорит: я хочу напомнить, что эти вот фармацевтические фабрики, имеется в виду в Евросоюзе, наверное, скорее всего, в Германии в основном, они являются последующими вот тех, которые в германских фашистских концлагерях проводили чудовищные эксперименты с газами, отравляющими веществами и другими для массового уничтожения людей и для проведения геноцида. То есть теперь все фармакомпании Евросоюза, а в Германии так это 100%, значит, все это вот последователи фашистов, последователи Гитлера. Вот такая вот разруха в голове, вернее, одного из главных стратегов Российской Федерации по фамилии Патрушев. Но я читаю этот бред и приходит в голову вот такая мысль.
Ну хорошо, допустим, этот боевой гном Медведев, да, там произошли необратимые изменения в мозге в связи со сложными жизненными обстоятельствами. Но не может же так одновременно и у Патрушева, и у Медведева, и у Путина. Я подозреваю, что то, что нагородил тут Патрушев, а здесь в его интервью, в его ответах, тут видно каждое слово. Это работали десятки людей, его лучших аналитиков. Кстати, некоторых из этих аналитиков я лично знаю, вместе работал. То есть тут каждая запятая проверена. Это абсолютно такой стерильный, стерилизованный язык бюрократа разведслужб. И у меня впечатление, он не может, но нельзя же в такую ахинею верить. Правильно? То есть такое впечатление, что у них там, в Кремле, идет борьба за наследство, кто будет преемником. И в этой борьбе люди пытаются представить себя не здравомыслящими, подчеркиваю, не здравомыслящими. Для того они считают, что для того, чтобы получить лучшие шансы приобрести на наследие Путина, стать его наместником, преемником, нужно выглядеть как можно больше ужасающим, ну иначе как идиотизмом я назвать это не могу. То есть это соревнование, помните фильм американский «Dumb and Dumber», то есть «Тупой и тупее». Вот, по-моему, под этим лозунгом сейчас и проходит борьба за власть в кремлевских кулуарах. Ну и недавно распространенное интервью между шоу-бизиком Пригожиным и сенатором, миллиардером, по-моему, лучшее свидетельство, что это, скорее всего, так и есть. Вот на этом, дорогие друзья, позвольте закончить сегодняшнее видео. И, как всегда, слава Украине и ее вооруженным силам. Враг будет разбит, победа будет за нами. А вам, дорогие друзья, как всегда, выдержки, мужества и полной уверенности в нашей неизбежной и решительной победе. До новых скорых встреч!